Друзья, если вы решили переезжать в Австралию, но пока находитесь в раздумьях, выбираете место для жизни, исследуете, собираете информацию, то это видео для вас. Мы поговорим о том, как стоит выбирать это самое место, что нужно принять во внимание, к чему готовиться, о стоимости жизни, о возможностях. В конце видео я приведу конкретные примеры мест для того или иного стиля жизни. Если вам это интересно, оставайтесь со мной. Итак, вы планируете переезд в новую страну и собираетесь начать новую жизнь. Это прекрасно. И именно в ваших руках то, как будет выглядеть ваша новая жизнь. Самая главная мысль, от которой, как мне кажется, нужно отталкиваться, это план. Я убеждена, что четкий план ваших действий поможет вам максимально осознанно и безболезненно, насколько это возможно, пройти вот этот этап переезда и какого-то становления в новой стране. При выборе места для жизни для начала спросите себя, какой вы человек, что вы любите, к какому ритму жизни и стилю жизни вам хотелось бы стремиться. И, исходя из этого, уже стоит выбирать, где вам бы было комфортно жить. Может быть, вы любите ритм большого города и вот эту суматоху. А может быть, вам бы хотелось жить на берегу океана, и вы не представляете свою жизнь без серфинга. Может быть, вы любите ходить в горы, и вам хотелось бы жить где-то поближе в горах. Может быть, вы хотите жить в каком-то тихом, уединенном месте. Или вообще поближе к снегу, например. Проанализируйте различные места, читайте о них, смотрите видео людей, которые там живут, погружайтесь в эту атмосферу, да, и таким образом как бы примеряйте на себя это место. Посмотрите, что находится рядом, куда бы вы могли бы выезжать, может быть, на выходные. Либо, например, вам важен океан, чтобы вы могли позволить себе ежедневные прогулки. Также мониторьте цены на жизнь. Для этого есть специальные ресурсы, где можно посмотреть в целом затраты на человека, на семью, посмотреть цены на продукты, машины и так далее. Все ссылки я оставлю под этим видео. Еще один важный момент – это климат. В Австралии 5 климатических зон, поэтому есть из чего выбрать. Поправка. На самом деле в Австралии 8 климатических зон, начиная от тропического климата и заканчивая альпийским. И было бы здорово понимать, какой тип климата подходит именно вам. Выбор большой, и дальше я приведу примеры. Конечно, одна из основополагающих вещей – это стоимость. И здесь стоимость я бы, наверное, даже поделила на две таких категории. Это сумма средств, которая понадобится вам на первое время, и стоимость жизни в целом. Дайте мне знать, если бы вы хотели, чтобы я сняла подробное видео о том, сколько денег нужно на первое время. Но сейчас давайте обсудим момент цены в общих чертах, потому что в разных местах стоимость жизни будет отличаться. В крупных городах стоимость жизни будет значительно выше, и здесь мы можем использовать сайт Numbeo, как-то так он, по-моему, произносится, где можно прямо вбивать города, которые вас интересуют, и смотреть, сколько будет в среднем стоить жизнь без учета аренды на одного человека и на семью. Например, если мы вбиваем Сидней, мы увидим, что средняя цена на человека составляет $1726 в месяц. В Мельбурне 1590, Брисбен 1641, Аделаида 1870, что правда дороже, чем в Сиднее. Странно. В курортных городах, например, таких как Байрон-Бэй, Эрли-Бич, Нуса-Хедс, стоимость жизни, конечно же, будет выше. И на этом сайте можно посмотреть цены, например, на отдельные категории. Поход в ресторан, шопинг, спортзал и так далее. Изучайте цены на жилье. Есть сайт realestate.com.au и домен, и я тоже также оставлю ссылки. Там можно посмотреть реальные цены на то, сколько будет стоить аренда квартиры. Естественно, тоже в разных городах она варьируется, и, как правило, чем больше город, тем дороже. То есть цена в Сиднее будет выше. Но, опять же, здесь очень важен еще такой момент, как suburb, да, вот место, в котором вы будете жить. Можно почитать про разные районы, посмотреть транспортную доступность. Да, например, если вы особенно планируете не пользоваться машиной по приезду, то вам будет критически важно находиться в транспортной доступности. Читайте отзывы об этих местах, посмотрите, в каких местах есть работа. В городах или даже в районах определенного города есть работа, которая вас интересует. Сайт для поиска работы я также оставлю под видео. Если говорить, например, о Сиднее, то там есть шикарные места для жизни, такие как, например, Мэнли или Northern Beaches. Но, естественно, стоимость жилья
там дороже, чем, например, в каких-то более удаленных от центра и от океана районах. Также, например, если это место находится на океане, в Сиднее будет очень удобно воспользоваться паромом и доехать до центра Сиднея с прекрасными видами достаточно быстро. Но, опять же, да, все зависит от ваших предпочтений, финансов и так далее. Если вы хотите, например, жить в дорогом районе селебрити, это будет, к примеру, Бандай-Бич. Ваше питание – это еще одна большая статья расходов, поэтому можно прямо рекомендую, например, открыть сайт магазина Coles, набрать себе продуктовую корзину на неделю и понять, сколько это будет стоить. Говоря о затратах, конечно, важно упомянуть транспорт. Важно знать, что в крупных городах, особенно в центрах, он развит значительно лучше, чем в городах поменьше. В городах поменьше это может быть просто катастрофа. В таком случае вам, вероятно, нужна будет машина. Можно посмотреть что-то бюджетное на первое время, потому что кредит вам вряд ли дадут. Сайт с ценами на машины я оставлю. Это либо Car Sales, Gumtree или это даже Facebook Marketplace. Там только нужно очень осторожно смотреть машины, потому что бывает такое, что она, например, была списана, а люди ее все равно продают. Там в результате аварии или наводнения они ее пытаются продать без регистрации. В общем, нужно здесь осторожно относиться. Но, тем не менее, там можно посмотреть стоимость машин, реальные объявления. Учитывайте также то, что нужно будет сразу же заложить стоимость регистрации, страховки и также, например, сервиса, который вам нужно будет делать где-то раз в 10 тысяч километров, да, ну или в зависимости от того, как много вы ездите. Я, например, делаю сервис раз в 3 месяца, потому что много наезжаю. Я живу в Голд-Косте, и говоря про транспорт, здесь мне хочется еще добавить от себя то, что, например, я работу нашла в Логане, а Логан — это практически Брисбен, и я езжу туда каждый день, 70 километров туда и 70 километров обратно, то есть я трачу по часу на дорогу, это если нет пробок. И без машины мне здесь абсолютно никак. Я бы до работы на общественном транспорте ехала бы очень долго, на перекладных, и плюс еще бы пришлось тратить на такси. Поэтому я думаю, что вот автомобиль — это даже такая скорее необходимость в Австралии. Ну и опять же, да, вот, например, в Голд-Косте я работу найти не смогла, и здесь уже поговорим о возможностях чуть дальше. Говоря еще о затратах, было бы хорошо подумать о том, вообще из чего будет складываться ваша жизнь на новом месте. Может быть, вы захотите ходить, например, в спортзал или бассейн. В таком случае вам понадобится, скорее всего, абонемент в спортзал. Там нужно будет оплачивать членство, да, либо каждую неделю, либо раз в 2 недели, как вы выберете. Плюс зачастую там еще нужно платить сбор за вступление вот в этот зал. Так, мне тут не нравится. Хочу пойти в другую сторону. Если у вас есть дети, это, конечно же, совершенно другая статья затрат. И вот на том же сайте, про который я уже говорила, там можно посмотреть расходы на семью в среднем. И здесь, важно, да, изучать все аспекты, сколько будет стоить садик, например, какая-нибудь продленка и так далее. Итак, мы поговорили с вами о стоимости жизни, и давайте теперь поговорим о возможностях. Да, в больших городах стоимость жизни будет выше, но там больше возможностей и там выше зарплата. Посмотрите, какие есть вакансии, сравните количество этих вакансий, сравните уровень заработной платы, проведите вот такой мониторинг. Здесь, конечно же, все будет варьироваться от вашего резюме, от вашего опыта работы, от вашей специальности, уровня английского и умения себя продавать. Кстати, я снимала видео про свой поиск работы, первое собеседование в Австралии, ссылка сейчас где-нибудь появится, и также я оставлю ее под видео. Чтобы не быть голословной, я предлагаю перейти к конкретным примерам. Про большие города мы уже поговорили. Естественно, чем больше город, тем больше шансов найти работу. И, естественно, самая главная рекомендация и номер 1 во всем этом списке — это Сидней, безусловно. Это город не только больших возможностей, но и прекрасной природы, сочетания океана, утесов, холмов. Там вы найдете все. И я бы, наверное, если проводить параллели, к примеру, с Россией, сравнивала бы его с Москвой. А, например, Мельбурн я бы сравнивала с Питером. Хотя он, кстати, по числу населения догнал Сидней. Но, например, по погоде я бы точно сравнила бы его с Питером. Мне кажется, особенно
важно, выгодно будет сделать ставку именно на большой город в самом начале. Может быть, это место, с которого стоит начать, и потом уже двигаться дальше. Вы с большей вероятностью сможете найти работу, и потом, к примеру, уже наработав какой-то опыт, куда-то переехать в другое место. Тут, конечно, еще все будет зависеть именно от вашей специализации, потому что в Австралии, например, есть такие майнинговые регионы. Это регионы, где добывают полезные ископаемые, это какие-то шахты, добывающие индустрии. Например, Перт славится большим количеством такого рода работой. Либо, например, какие-то даже небольшие города на северо-востоке Квинсленда, такой, например, город как Рокхэмптон. Здесь уже важно проводить мониторинг и, может быть, даже заранее пробовать заявиться на работу в таких местах. Но по поводу вот этой майнинговой индустрии могу сказать, что даже австралийцам сложно туда попасть. Я уже не раз это слышала от местных. Но опять же, да, если у кого-то не получилось, это еще не значит, что у вас ничего не получится, поэтому дерзайте. Мне хочется поговорить о таких людях, как digital nomads. Это люди, которым посчастливилось работать удаленно, да, либо у них какой-то свой бизнес. В общем, все, что вам нужно для работы, это интернет. И в таком случае, конечно же, открывается больше интересных мест. И, например, если вам не хочется жить в большом городе, то есть шикарные места, которые вы могли бы рассмотреть. Главное, конечно, убедиться, что там интернет хорошо работает. Итак, первое место, которое приходит лично мне на ум, это Хобарт. Хобарт – это столица штата Тасмании. Это относительно небольшой, но очень милый, красивый город, где очень такой размеренный ритм жизни, очень спокойный. Да, там, может быть, холодно для кого-то будет, но тем не менее. Если вы не боитесь холода, а может быть, вы даже любите, например, кататься на сноуборде и на лыжах, то вот вам еще одна рекомендация. Можно жить в месте под названием Джиндабай или, например, в Тредба. Это места, которые максимально приближены к горам и к горнолыжным курортам, которые считаются такими знаменитыми в Австралии. Очень много хорошего слышала я про Перт, но, к сожалению, я там не была, однако включу его сюда в рекомендации. Также, пользуясь случаем, хочу прорекламировать место, где я сейчас нахожусь. Это Gold Coast. Gold Coast — это такой более, наверное, туристический город, где тоже довольно размеренный образ жизни. Он такой как бы средний, он небольшой, но и не совсем маленький. Если говорить о таких интересных райских местечках на берегу океана, я бы хотела от себя порекомендовать, например, Ньюкасл. Это небольшой городок, не так уж и далеко от Сиднея. Он находится в потрясающем месте, прямо на берегу. Там такие красивые тоже утесы, бухты, пляжи. И вообще, даже не только Ньюкасл, а вот это побережье и место, которое называется Central Coast. Там прямо вот по берегу, по карте можно посмотреть. Там есть множество различных мест, они очень красивые, уютные, но, например, там будет дешевле, да, жить. Но вот, кстати, говоря про Gold Coast, не забываем про то, что, например, работу было найти сложно. Но, опять же, зависит от того, чем вы планируете заниматься. Если вы, например, хотите работать баристой, то в каких-то более туристических местах, тусовочных, вы найдете работу. Вообще, при выборе места для жизни, как мне кажется, важно, наверное, на время оставить в сторону вот этот вопрос стоимости, да, или, например, каких-то больших возможностей, и подумать действительно, вот чего вам хочется, чего вы ждете от того самого баланса жизни и работы, который в Австралии так уважают, о котором так много говорят. Да, вам может быть классный комфорт в Сиднее, да, где ритм большого города, но что, если ваша мечта — это какой-то небольшой городок, где все друг друга знают, где можно спокойно гулять с собакой по вечерам, не тратить много времени на то, чтобы стоять в пробке. Если это то, чего вам хочется, то изучите все про такие места, посмотрите, какая там есть работа, если вам это актуально. Может быть, вам посчастливится найти что-то в городках поменьше, а может быть, вы, например, предпочтете работать вахтовым методом. Некоторые люди так делают. Например, они работают в том же майнинге 2 недели, через 2 недели, и они просто летают туда-обратно. Кстати, многие австралийцы любят, например, Бали, работая здесь, в Австралии, на майнинге, получая хорошие деньги, и летают туда-обратно. Поэтому здесь, конечно, каждому свое.
Один из самых важных моментов, о котором, как мне кажется, стоит подумать заранее, это ожидание и реальность. У людей в голове часто какая-то райская картина, когда ты живешь на берегу океана, наслаждаешься жизнью, но на деле ты приезжаешь в достаточно дорогое место, делишь квартиру с 8 разными людьми, работаешь с утра до ночи на низкооплачиваемых работах и еле сводишь концы с концами. В каких-то моментах этого можно было бы избежать, если бы, например, ты выбрал бы какое-то другое место для жизни. Ты можешь приехать в какой-нибудь Байрон-Бэй. Это такое классное атмосферное место, где люди ведут хипстерский образ жизни. Но ты столкнешься с реальностью в виде цен на жилье и том, что, например, там нет работы. Поэтому я считаю, что нужно заранее понимать, куда ты едешь, чем ты будешь там заниматься, сколько стоит жизнь в этом самом месте и вообще подходит ли тебе это место. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Если это так, то, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, и мы увидимся с вами в следующих видео про Австралию.